Предсмертная уборка. Очень устрашающее название для книги о расхламлении. Возможно, отчасти благодаря ему книга и стала мировым бестселлером. И сегодня вы узнаете, как расхламить свой дом по этому новому шведскому методу уборки, а также в чем основные отличия предсмертной уборки от расхламления по методу KonMari. Всем привет, меня зовут Саша. На протяжении всей жизни вы успели собрать совершенно бесподобную коллекцию вещей, до которых нет дела ни вашим друзьям, ни вашим родным. Маргарета Магнуссон. Пару слов об авторе книги «Шведская уборка» и об основном ее посыле. Маргарета Магнуссон – мама 5 детей, которой, по ее словам, на момент написания книги от 80 до 100 лет. За свою долгую и интересную жизнь Маргарета не раз была вынуждена разбирать вещи близких людей, ушедших из жизни, а копание в чужом хламе – то еще удовольствие. И именно основываясь на этом неприятном опыте, она пишет о том, что предсмертная уборка необходима прежде всего для того, чтобы не обрекать наших детей и других близких на копание во всем нашем хламе. Помимо этого, шведская уборка, как и любое расхламление, подойдет тем людям, которые собираются переезжать в другую квартиру или даже в другую страну. Суть не в том, чтобы выбросить вещи, которые делают нашу жизнь прекрасной и удобной, но если вы не можете уследить за вещами, то значит их у вас слишком много. Первое, что отличает предсмертную уборку от метода KonMari, это продолжительность уборки. По мнению автора, чтобы убрать дом, требуется время, и чем больше вы его потратите, перебирая старые вещи, тем легче вам будет решить, что стоит оставить, а что нет. По мере накопления опыта это будет получаться у вас все быстрее. Также предсмертную уборку отличает от метода KonMari подход к расхламлению. Если Мари рекомендует расхламлять вещи по категориям, то автор шведской уборки советует начать с разбора конкретных мест для хранения, таких как чердак, чулан или шкаф у входной двери, поскольку эти места – ловушки для временного хранения того, что нам мешает. И вещи, которые оседают в этих местах и хранятся на всякий случай, в итоге хранятся годами. Следует учесть размеры предметов, которые мы расхламляем. Маргарета рекомендует начать с крупных вещей в доме, а закончить мелочами. Легче всего будет расхламить что-то большое и при этом не вызывающее никаких важных воспоминаний. Еще одна мысль автора предсмертной уборки, которая мне очень понравилась и которая вроде бы и очевидная, но почему-то она не всегда реализована в наших домах, это то, что окружать себя нужно только любимыми вещами и предметами. Далее цитата автора. «Я не хочу видеть ничего, что мне не нравится. Если у меня есть красивый стул, я не брошу на него грязное белье. Если вам приходится постоянно прибираться, чтобы с великим трудом добиться чистоты и порядка, значит в вашем доме что-то не так». Мой личный опыт подтверждает мнение автора. Пока у меня в доме был старый сломанный шкаф-купе, поддерживать в нем порядок было очень затруднительно, так как сколько бы я ни складывала, ни развешивала вещи, внешний вид его меня не радовал, и там быстро образовывался беспорядок. Но как только я отремонтировала этот шкаф и перекрасила его, порядок в нем стал постоянным гостем, а складывать и развешивать в него вещи теперь одно удовольствие. И даже у моих домочадцев не поднимается теперь рука положить в этот шкаф вещи неаккуратно. Видео о том, как навести порядок в шкафу и как правильно сложить вещи, уже есть на моем канале, ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Как и в методе KonMari, автор предсмертной уборки рекомендует начать расхламление с вещей, с которыми будет легче всего расстаться. Важно, чтобы наш первый выбор – расхламить или оставить вещь – был максимально простым. Если мы начнем расхламление с чего-то сентиментального, например, фото или старых писем, то, скорее всего, сдадимся раньше времени. Но если поначалу достигнуть успеха в расхламлении простых категорий вещей, то довести уборку до конца нам будет намного проще. Что же касается сентиментальных вещей, например, таких как писем, то автор предсмертной уборки при их расхламлении рекомендует задавать себе вопрос: кому-то понравится, что я сохранила эту вещь? И если ответ однозначно будет нет, то эти письма подлежат уничтожению, но лишь после того, как мы дадим себе время еще раз вспомнить связанное с этим письмом событие, ведь это часть нашей личной истории. Также Маргарета обращает внимание, что если у вас есть тайна, то ее надо держать при себе. Если вы понимаете, что какие-то сведения могут нанести вред или заставить страдать ваших близких людей после вашего ухода,
то их нужно обязательно уничтожить. И это могут быть не только компрометирующие письма или документы, но и вещи, способные рассказать вашим близким о ваших вредных привычках, скрываемых при жизни. В книге приведены примеры о том, как при проведении посмертной уборки близкие находили в комоде умершего человека алкоголь или сигареты. В продолжении разговора о сентиментальных вещах стоит упомянуть о подарках. В комментариях под моими видео о расхламлении вы часто спрашиваете о том, как поступать с подарками, которые не нужны, чтобы при этом не обидеть чувства людей, подаривших их. И вот как поступает Маргарета, автор книги «Шведская уборка». Сперва она помещает подарок где-нибудь в стороне, но так, чтобы даритель его мог видеть и радоваться своей щедрости. А потом потихоньку избавляется от него, продает или отдает тому, кто оценит этот предмет по достоинству. В своей книге Маргарета нередко упоминает о том, что при избавлении от ненужных вещей важно заботиться о нашей планете. Жизнь станет намного проще и удобнее, если мы станем избавляться от того, что имеем в избытке. Но старайтесь при этом не выбрасывать вещи на свалку, а давать им вторую жизнь, отдавать, продавать, дарить. Если это не удается сделать, то постарайтесь отдавать вещи на переработку. К примеру, одежду можно сдавать в магазины H&M. Не поленитесь отсортировать пластик, если в ваших дворах есть отдельные мусорные баки для них. Каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение нашей прекрасной планеты для будущего наших детей. А уж каким образом сделать этот вклад, решайте сами. Прочитав книгу «Шведская уборка», у меня осталось неоднозначное впечатление. С одной стороны, это мемуары женщины, которая прожила интересную долгую жизнь, и в опыте которой каждый из нас может почерпнуть что-то полезное для себя. Но если вы ждете от этой книги пошаговой инструкции о проведении расхламления, то здесь этого нет. Лично я не нашла. Напишите, пожалуйста, в комментариях, читали ли вы эту книгу, какие основные мысли автора откликнулись в вашей душе и что вы сможете использовать на практике. Если это видео будет полезно вашим близким людям, то поделитесь им в своих социальных сетях либо в WhatsApp. Кстати, на моем канале появились новые плейлисты про уборку, расхламление и организацию хранения. Если вы хотите посмотреть видео по определенной теме, то в описании я оставлю ссылку на новые плейлисты. Спасибо, что зашли сегодня ко мне в гости. Всех целую, ваша Саша.